Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня я расскажу вам, о чем говорит примета, если птица залетела в окно. Перед началом видео хочу всех поблагодарить за подписку на канал. Спасибо вам большое. А если вы еще не подписаны на канал, то обязательно подписывайтесь, чтобы не пропустить полезные видео. Считается, что если птица залетает в дом, то это сулит какие-то перемены. В одних случаях приятные, в других – негативные. В старину птицам отводилась роль проводников, которые несли весточки из мира мертвых живым людям. Еще один вариант – птицы воплощали в себе души умерших людей. Толкование народных примет обусловлено видом птицы, влетающей или стучащейся в стекло. Если в гости залетит стриж, то это к добру. Птица принесла добрые вести, хозяйка дома забеременеет или кому-то из членов семьи повезет в финансовых вопросах. В старину стрижу, который влетит в дом, полагалось предложить еду. Если поест, то железно все будет хорошо. Ласточка также извещает о позитивных переменах, считалось в старину в России, а вот в Бельгии люди уверены, что эта птичка принесла весть от умершего родственника о том, что он в раю. Если в дом залетает соловей, то это к финансовой удаче. Иногда говорят, что соловей предвещает счастливую старость в достатке. Это птица богатства, семейного благополучия и приятных новостей. Не стоит пугаться, если она попала в вашу квартиру. Этой птице по русским приметам также следует принести угощение, чтобы она улетела довольной. Воронов всегда считали спутниками колдунов и вестниками бед. Поэтому если такая птица залетала в окно, то приметы предвещали тяжелую болезнь или другую беду. Галки и сороки предупреждают одного из жильцов о сплетнях. Возможно, вам стоит держать язык за зубами, а может быть, нужно обратить внимание на тех, кто может вас обсуждать, пока это не доставило проблем. Кукушка в доме, к пожару. Но эта примета не сбудется, если удастся накормить эту птицу, а потом выпустить на свободу. Если птица залетела в дымоход печи или камина, ее следует как можно быстрее достать оттуда и выпустить на свободу. Сулит такая примета безденежье, нищету и даже голод. В старину старались не пускать в жилище домашнюю птицу, гусей, уток, а особенно кур. Это не только могло привести к беспорядку, но и принести в дом нищету и беды. Самым надежным вестником разорения и нужды считали курицу. Прибытие воробья или вороны обычно считается плохим знаком, поэтому такие гости не слишком желательны для людей. Влетевший в дом воробей предвещает уход близкого человека, родственника или друга. Исключение может быть только в случае, если в доме живет девушка на выданье. В этом случае птица предсказывает скорую свадьбу. Синица в гостях сулит добрые новости. Если в доме птичка сядет кому-либо на голову или на плечо, то этому счастливчику можно загадывать желание, оно непременно сбудется. Голубь – птица счастья. Эта птица предвещает скорый брак, рождение ребенка, благополучие и рост уровня дохода. Верующие считают, что эта птица не может принести дурную новость или стать причиной неприятного события. Именно в ее облике являлся Господь Деве Марии. Голубей считали посланниками Венеры и Афродиты. Точная трактовка поверья о том, что голубь залетел в дом, зависит от некоторых деталей. Если в его клюве вы заметили травинку, цветок или даже сухую веточку, значит, голубь принес хорошие новости. В ближайшее время вас ждут приятные события, подарки, пополнение в семье, свадьбы и прочее. Спокойный и не проявляющий агрессии голубь предвещает что-то хорошее. Еще одна примета гласит, что если голубь залетел в квартиру и ведет себя беспокойно, это не самое хорошее предзнаменование. Птица, бьющаяся о стены и потолок, считается плохим знаком. Если птица стукнулась в стекло и поранилась, либо упала от удара, то это плохой знак, предвещающий болезни и несчастье. Если птица влетела в дом через окно, но сама вылетела наружу, то это скорее предвещает позитивные перемены. Если птица не может или не желает вылетать из жилища, готовьтесь к беде. Помните, что птиц, с которыми связаны добрые поверья, можно тоже ждать беды. Например, если они залетают через окно, а вылетают через дверь. Поэтому привезите пернатого гостя, сделайте следующее: закройте все двери, широко откройте одно окно. Не выгоняйте птицу, она должна улететь самостоятельно.
Если птица не торопится покидать дом, покормите ее. Разрешается аккуратно взять птицу и выпустить в окно. Главное, не повредить ей крылья. Вслед можно произнести такие слова: «С миром лети, беду забери» и бросить крупу. Чтобы плохое предзнаменование не сбылось, можно воспользоваться старинным ритуалом. Для этого не нужно выгонять птицу из дома, а подождать, пока она вылетит сама, а затем положить на карниз с обратной стороны окна горсть сахара или зерна со словами, которые следует произнести трижды. «Прилетай на еду, а не на беду».